Вітаю своїх постійних та нових глядачів. Я Світлана. Запрошую вас заглянути в мій сад під Києвом і дізнатися про 3 незвичайні троянди, які там ростуть. Ходімо! Розочка, которая открывает наш топ-3, это роза Wildberry. Этот кустик я снимала в августе 2023 года. А вот для сравнения, так он выглядел год назад, на этом же месте. Выпустил стрелку в августе. Роза селекции Тантау, Германия, 2018 года. Чем же она так необычна? Своими лепестками, которые закручены не один, а несколько раз. В некоторых бутонах завитки 2, 3, 4 раза могут быть. И необычным реверсом от вишнево-фуксиевого до нежно-розового. Видите, какое большое количество бутонов, и она цветет без перерыва. Куст разросся довольно высокий. Я бы не сказала, что он метр, как заявлено. Вот реверс хорошо видно. Розовый, а с той стороны темно-фуксиевый. А тут видны завитки. Смотрите, сколько на ней бутонов. Роза просто шикарная, понравилась, несмотря на свои удочки. Так вот, высоту она достигла 1,40 м, 1,50 м даже, я бы сказала. А вот такая малышка она была в прошлом году. Лист чистый, полуглянцевый, куст очень набитый. И, как я сказала, эта роза цветет в течение всего лета. Постоянно выпускает новые побеги с большим количеством бутонов. Еще эта роза необычна не только вот такими своими завитками, а и ароматом. У нее аромат лесных ягод. Если вам эта роза понравилась, можно посмотреть обзор на моем канале. Эту розу советую очень. Каждая из этих 3 роз необычна по-своему. На втором месте у нас роза Джолита. В чем же ее особенность? Не только форма бутона, окрас лепестков, но и одно необычное свойство этой розы есть. Розочка не так уж нова, селекция Нидерланды 2006 года. Островная серия. Цвет лепестков сливочно-кремовый с переходом в розовый. Довольно высокий бутон до 12 сантиметров и как бы оттенок дыхания розового. Окрас меняется в зависимости от погоды. В более жаркую погоду присутствуют теплые тона, а в более холодную ярче виден салатовый. Первые лепесточки у нее нежно-нежно салатового цвета. Эта роза отлично держит дождь, не реагирует на него. У нее глянцевая плотная листва, кустик набитый, плотный, невысокий. Молодые побеги красноватые. Вот тут видно хорошо салатовый цвет, смотрите. Размер куста 70 сантиметров и в ширину, и в высоту. Но склонна давать удочки. В сентябре несколько высоких веток она все-таки побегов выпустила. Так кроме стойкости к дождю, какое же у нее свойство есть?
Я вас удивлю, но, наверное, ни одна роза так долго не держит цветок. Я случайно заметила. Неделю хожу, она цветет. Вторую неделю хожу мимо нее, она возле дорожки посажена, она цветет. Третью неделю хожу туда-сюда по делам по своим, а она цветет. Эта роза держит бутон больше 3 недель. И они не осыпаются, не окукливаются, ничего с ними не происходит. Просто теряет цвет и как бы угасает. Очень рекомендую эту розу. Ну и наконец-то ваш любимчик. Роза Тьерри Маркс. Селекция Дельбар 2019 года. Этот кустик растет у нас возле дома, а еще один на большом розовом кругу. Этому 1 год, второму кусту 2 года. Показываю цветение в конце августа, начале сентября. Цветок довольно большой, до 12 сантиметров. У него необычный цвет. Эту розу не спутаешь ни с одной другой. В начале распуска она розовая с белым, по ней даже не скажешь, что она таит такую красивую темную загадку. Чернильная середина. Аромат лимонной травы, лимона, грейпфрута, не очень навязчивый и довольно слабый. Много очень новых бутонов постоянно выпускает. А когда раскрывается, вы видите, какая это красота. Глянцевый темный лист. Основной особенностью этой розы, конечно же, является цвет. Ну и устойчивость к болезням. В конце ролика я вам покажу на сегодня, 17 октября, как выглядит куст с большой розовой клумбы. Я уже обрезала все кусты, а ее специально оставила, чтобы вам показать. Куст довольно компактный. По цвету вниз я и посадила петунью. Почти цвет-цвет совпадает. Цветет обильно. Спрашивали, покажите обязательно ее цветение. Не полностью, конечно, листья скрывает, но это год кустику. Второй тот больший куст свой я не успела снять цветение. У нас жарко было и очень быстро там почему-то розы облетели, а тут дольше. Но тут немножко полутень от террасы у нас, поэтому имейте в виду, где сажать. На полном солнце лучше не сажайте. Вот так выглядят только в распуске цветы. Даже и не скажешь, что это Тьерри Маркс. Это раньше съемка на недельку была. А вон видна в центре темная чернильная середина. Куст рослый. Я бы не вводилась в заблуждение тем, что он 80 сантиметров. 1,48 м. Я специально померила, вырос куст и выпустил удочки. А вот мы сейчас пройдем. Утром специально вышла и сняла. Посмотрим. Все розы, видите, обрезаны. Вот это одна красотка какая-то цветет, сорт. Не могу найти, что это за роза. Мия показывает дорогу. Вон он, прямо недалеко от пирамидалисов. Никакой черной пятнистости, несмотря на то, что соседки ее все-таки словили эту самую распространенную болезнь у роз. Вот стоит красавчик Тьерри Маркс. И у него даже бутоны есть. Видите, лист чистый снизу доверху. У нас сегодня +5, довольно прохладно. Ночью был минус, а ему все нипочем. Там даже небольшие бутоны где-то я вижу. А вот они. Так что, если вам цвет этой розы нравится, обязательно заказывайте. А вот это второй кустик, который
Вчера я уже обрезала его, я тут все розы уже убрала на зиму. Такое необычное у него цветение. Ну что, понравились эти необычные розы? Обязательно приглашайте их к себе в сад. До встречи в следующем видео. Будет что-то интересное или полезное. А теперь уже чаще красивая погода на улице не радует. Будем радовать себя сами цветами. Лайк не забыли поставить? До встречи. Всего хорошего. Слышу ваш вопрос, что это за роза лавандового цвета красивая. Она в этот обзор не попала, я ее просто для красоты сюда вставила. Это роза Love Song. Сделаю ее обзор скоро.